В одном зоопарке люди с ужасом наблюдали, как сотрудники не решаются спасать тонущего шимпанзе. Казалось, надежды уже нет, пока один человек из толпы не сделал нечто невероятное. Лето, жаркий день, зоопарк в Сиэтле. Посетители спокойно гуляли, семьи с детьми смеялись и фотографировали животных. Среди них был Том Харрис, водитель грузовика, пришедший сюда с женой Эммой и 2 детьми. Это должен был быть обычный семейный день. Но все изменилось за секунды. В вольере шимпанзе вспыхнула драка. Молодой самец по имени Майло оказался слабее крупного и агрессивного соперника. Пытаясь спастись, он бросился к краю рва с водой и сорвался вниз. Глубокая вода мгновенно превратилась в ловушку. Шимпанзе не умеют плавать. Майло отчаянно барахтался, пытаясь держать голову над водой. Толпа замерла. Кто-то закричал: «Он тонет! Помогите!» Сотрудники зоопарка колебались. Они знали, напуганный шимпанзе может стать смертельно опасным. Любая попытка вмешаться – риск для жизни человека. Но Том не мог просто стоять и смотреть. Когда голова Майло в очередной раз ушла под воду, все вокруг будто стихло. Том слышал крики, чувствовал, как жена пытается его остановить, но внутри уже принял решение. Он перелез через ограждение. Крики усилились, это слишком опасно. Но он уже бежал к краю и, не раздумывая, прыгнул в мутную холодную воду. Удар холода перехватил дыхание, но адреналин гнал вперед. Том греб одной рукой, другой тянулся к обессиленному животному. Майло почти перестал сопротивляться. Том схватил его за загривок, как видел в документальных фильмах, чтобы не спровоцировать агрессию. И случилось неожиданное: шимпанзе не напал. Он был слишком слаб. Он просто позволил себя спасти. Том начал тянуть его к берегу. Каждое движение давалось с трудом. Вода была глубокой, тело животного тяжелым. Люди наверху затаили дыхание. Наконец он добрался до края и с усилием вытолкнул Майло на траву. Тот почти соскользнул обратно, но Том собрал последние силы и вытянул его окончательно. Шимпанзе лежал тяжело дыша. Его глаза встретились с глазами человека. Толпа взорвалась аплодисментами. Но опасность еще не закончилась. Том все еще находился внутри вольера, и где-то рядом был тот самый агрессивный самец. В напряженной тишине он появился из тени. Большой, сильный. Он посмотрел на человека, затем на лежащего Майло. Секунда, и все могло закончиться трагедией. Но вместо атаки шимпанзе просто развернулся и ушел. Том медленно выдохнул. Он выбрался обратно к людям, промокший, измотанный, но живой. Эмма бросилась к нему, обняла и прошептала: «Ты сумасшедший». История быстро разлетелась по новостям. Тома называли героем, но сам он говорил просто: «Я сделал то, что должен был. Никто больше не шел ему на помощь». Позже стало известно: в детстве Том потерял младшего брата, который утонул, когда рядом не оказалось никого, кто мог бы его спасти. И в тот день, глядя на Майло, он видел не просто животное, он видел отчаяние, которое уже однажды изменило его жизнь.